Добрый день, дорогие друзья. И снова четверг. Нас не было на прошлой неделе, потому что мы были все очень заняты. Но на этой неделе мы выходим. И со мной сегодня в гостях Алена Жигир. Я думаю, что я ее, конечно, представлю, но она не требуется, мне кажется, в представлении, потому что ее и так все знают. Алена, привет. Привет. Всем привет. Но если все-таки я уж пообещал, что я ее представлю, Алена, кроме того, что занимается банами, разбанами и по всем вопросам к ней туда, в личку или к ее команде, она еще и занимается обучением wholesale, и это базовая вещь, о которой мы сегодня будем говорить. Мы поговорим про новичков и опытных в холлсейле, чем отличается, на наш взгляд, точнее, даже не на мой взгляд, а на взгляд Алены, первая категория от другой. И отдельно мы поговорим, почему не нужно, почему, когда ты переходишь, становишься опытным продавцом по модели wholesale, не нужно работать с дистрибьюторами, а нужно выходить на производителей. Как это сделать и почему производители намного более гибкие на самом деле, чем дистрибьюторы, и как вы можете сэкономить и сделать больше денег. Но это лайфхаки, и это будет немножко позже. Я правильно сказал, Ален, о чем мы сегодня будем говорить? Да, все так. Я могу переключать на презентацию. Видно мой экран, да, или нет? Да, мы перейдем на презентацию. Ален, сначала тебе хотел спросить. Скажи мне все-таки, в рамках, пока люди подтягиваются, пока мы готовимся к презентации. Скажи мне, кто такие, условно, две группы, то есть новички и профессионалы в области wholesale, и чем отличается одна группа от другой? Вот как мы с тобой, предварительно разговаривали. Новички – это, в принципе, те, которые только стартуют, но есть просто, давай разделим так, на бизнес и на самозанятость, потому что можно быть уже как бы не новичком, а опытным человеком, который там и 3-4 года работает, но при этом делать все самому. И это, на мой взгляд, это все, что я сегодня буду говорить, это исключительно мое мнение, оно продиктовано моим опытом и опытом тех команд, в которых я ковыряюсь по причине разбанов. То есть до момента, пока человек не начинает делегировать, он самозанятый. Да? В момент, когда он начинает делегировать, очень часто я наблюдаю картину, как это происходит, вообще очень коряво, скажем так. И с учетом того, что у нас рынок высококонкурентный, то есть мы на Амазоне сталкиваемся с очень высокой конкуренцией, и при этом часто с черной конкуренцией, то у нас стоит непосредственная задача как бы где-то снижать затраты. Для того, чтобы это делать эффективно, нужно вообще в целом понимать эффективность своей команды. Поэтому как бы, наверное, профессионал, да, это человек уже, который построил бизнес, у которого есть команда, и который... Когда я училась в Киево-Могилянке, нам говорили о том, что хороший управленец – это тот, который минимум 40% времени тратит просто на... я училась на украинском, это был процесс мысления. Я не знаю, как это перевести прям корректно на русский, но на процесс мышления, да, размышления. То есть, другими словами, и мы говорим не новичок тогда и профессионал, а тот, кто работает сам, и тот, кто построил бизнес, когда уже 40% времени он тратит не на работу, а на то, чтобы всем этим руководить или просто думать, да? Да, но при этом как бы невозможно, не пройдя весь путь самому, как бы построить команду. Поэтому в любом случае как бы каждый этап очень важен. И важно побыть какое-то время. И в принципе там, минимум полгода важно побыть самозанятым и все делать самому для того, чтобы на расстоянии вытянутой руки понимать хорошо, что происходит на Амазоне. Okay. Хорошо, давай тогда, господа, я скажу, что у нас есть комментарии. Вы можете оставлять свои комментарии, где бы вы нас не смотрели, и я их буду здесь видеть в экране, и мы их будем озвучивать. Сегодня мы говорим про опыт по-взрослому, то есть как строить модель wholesale уже не когда ты работаешь сам, а когда ты работаешь с командой. Вот. И, разумеется, во второй части этого шоу мы поговорим еще про дистрибьюторов и производителей. А сейчас я включу Аленину презентацию. Алена, тебе слово. Давай, я включила, да? У меня она. Да. Так. Сейчас надо... Все видно, да? Да, все видно.
как сказал Антон, то есть я сооснователь школы Инсал, мы обучаем Amazon предпринимателей и консультируем отдельно бизнес. И также я как бы сооснователь, вернее, основатель компании по разбану забаненных продавцов. И я повторюсь, что то, что я буду говорить сегодня, это вот мой опыт, я это прожила, и я даже знаю некоторые вещи, которые будут вызывать у вас сопротивление, потому что когда-то, когда я начинала, это вызывало сопротивление во мне, когда я начинала именно строить команды. Потому что мне как бы в целом повезло с семьей, у брата компания, у меня сестра, директор очень крупной компании, у нее в подчинении 500 человек, и ее приглашают крупные бизнесы для становления бизнес-процессов. Она консультирует, и в 2017 году, когда я создавала свою первую команду, она мне предложила помощь, и я сказала, что ты ничего не шаришь про онлайн, и поэтому как бы не надо мне здесь рассказывать. В процессе этого, естественно, я понабивала из своей шишки, я прошла очень много различных обучений, там и в КМБС, и я ездила в спилку философов, как бы это сейчас не звучало, потому что это про сдвиг парадигмы, про другое мышление, как бы, и сегодня я выделила главные, на мой взгляд, штуки, о которых мы будем говорить. В свое время Сенека сказал, что если корабль не знает, в какой порт направляется, то никакой ветер не будет попутным. И с точки зрения бизнеса в этом очень много смысла, потому что есть такая штука, как стратегия. И стратегия фактически это вектор. Но это вектор для достижения сложных целей. Вам не нужна стратегия для того, чтобы сходить в туалет, потому что здесь не нужно садиться и там включать процесс мысления. Я буду говорить мысления, потому что то есть, большинство моего обучения происходит на украинском, и не все штуки я могу корректно на русский переводить. Я буду помогать. Я уже перевожу с английского, теперь уже с украинского перевожу, и со многих других языков перевожу на человеческий. Вот. И у меня всегда как бы к бизнесу, который к нам приходит тут на консультацию, ребята, которые уже там достаточно давно работают, ну как в Амазоне, да, относительно давно, потому что сейчас бизнес уже не меряется десятилетиями, сейчас как бы в принципе 3 года, это уже считается давно, которые работают в холлселе, и при этом как бы, когда у них спрашиваешь про их стратегию на год, очень часто говорят, что она есть, просишь показать написанную, ну, либо показывают, но это просто какой-то список чего-то. В общем, хорошо прописанных стратегий за все время как бы я не видела пока ни разу, ну, за исключением тех стратегий, которые мы садились и вместе прописывали. Если вдруг вы считаете, что у вас есть стратегия, у вас точно есть ответы на следующие вопросы внутри этой стратегии. Я не буду их сейчас зачитывать, это останется вам, вы их перечитаете. Это больше про то, чтобы вы порефлексировали сами с собой, и чтобы вам было понятно, и вдруг, если у вас есть стратегия, чтобы вам было понятно, насколько она выстроена и все ли в ней учтено. То есть это как бы важные пункты, которые должна включать в себя стратегия. Я думаю, что здесь можно не останавливаться, да? Ну, конечно, да. Итак, мы начали с того, что вот есть самозанятость, это когда вы сами все делаете. И это, конечно же, очень важный путь, потому что очень важно пройти каждый этап самостоятельно. И есть точка, когда включается уже, и мы начинаем строить бизнес. И бизнес начинается с того, что мы начинаем делегировать какие-то процессы. Но если у вас нет опыта в найме, потому что достаточно часто бывает, что в e-commerce приходят люди, у которых в их прошлой жизни нет опыта бизнеса. Ну, как бы есть и те, и другие люди, да, но часто приходят люди, у которых нет в предшествующей жизни опыта бизнеса и, соответственно, нет навыка делегирования. Поэтому, если у вас нет такого навыка, то точно не нанимайте сразу там кучу человек, просто по той причине, что, ну, во-первых, это деньги, вы очень сильно откатитесь по деньгам, потому что всем нужно платить зарплаты. Вы потратите время на их обучение, это могут оказаться не те люди, они могут не подходить на эти роли, и вы еще можете не мочь распределять роли, не уметь нарезать задачи и так далее. Вот. И большинство из этих людей вы потеряете, но вы в них вложите очень много своего ресурса. Поэтому как бы без опыта сразу огромные как бы команды не пытаемся строить. Но и при этом, как бы, если вы нанимаете одного человека, то есть не взвешивайте на него все, что вам сейчас не хочется делать. То есть это прям очень такая боль, которую я часто вижу в амазоновских группах, когда пишут, есть такая там вакансия, и перечисляют, что человек должен делать, и там просто 4 человека в одного запихнули,
еще какую-то такую не очень большую зарплату дали, как бы, и хотят, чтобы человек все это выполнял. Во-первых, всегда помните, что у вас, как у собственника, заинтересованность 120%, у человека, который работает в найме, у него заинтересованность на начальных порах где-то 20%. И пытаясь на него сгрузить максимум, в итоге вы будете постоянно пробуксовывать. Опять же, вернусь к тому, что я вижу в разбанах, да, очень часто к банам приводят сотрудники. А почему сотрудники приводят к банам? Потому что с ними не коммуницируют в должной степени, и они там чего-то не знали, а собственник не знал, что они не знали, ну и так далее. То есть это фактически приводит к потере там части бизнеса. Можешь какой-то пример привести? Ну, то есть, когда... Ну, пример могу привести. Взяли Да. сотрудника, он должен был там что-то следить за листингами, в итоге он решил в какой-то момент проявить себя и сделать, как на его взгляд, как лучше. Человек наблюдательный, он, кстати говоря, старался по большому счету. Он увидел, что на Амазоне там есть товары со стрелочкой Amazon Choice, вот, и подумал, почему бы себе не заиметь такую стрелочку. Взял и сделал ее в фотошопе. В итоге аккаунт улетел в бан за нарушение интеллектуальной собственности Амазона. Да, было какой-то период времени, там, ну, N времени назад, когда достаточно много людей так делали, но этот человек сделал это недавно, и, соответственно, Amazon... Ну, послушай, это было, мне кажется, года 4 назад, когда делали всякие Да, эти стрелочки. да, когда делали эти стрелочки, и Amazon это как бы проглатывал. То сейчас это так не работает, в общем. Но на самом деле, то есть тут еще важно понимать, что человек всегда действует чаще всего из благих побуждений, да, и он... Ну, конечно, да, он хочет сделать лучше, да. Да, но как результат он забанил человеку флагманский аккаунт, поэтому как бы, ну, и это как бы конкретно о том, что очень плохо выстроена коммуникация внутри команды. Причем у человека достаточно развитый бизнес, как бы, но потеря флагманского аккаунта это была, ну, серьезный удар. Но это не просто факап, это прям вот поставили на колени, да? Слушай, ну, как они там внутри команды решали, я не знаю, но то, что он сделал, как бы я понимаю, чем он руководствовался. Он сидел, анализировал, смотрел Amazon, анализировал, пришел к такому выводу. Ну, может, он еще имеет опыт продажи на Wildberries, знаешь, а на Wildberries можно все, и как бы такая себе история. Ну, ты же продаж. Да? Окей, хорошо, ладно. Поэтому, когда вы только начинаете делегировать и там берете одного либо двоих людей, в идеале самого первого человека брать одного, потому что пока у вас нет опыта, вы просто не сможете и вести бизнес, и еще обучать людей, и постоянно с ними коммуницировать. И вот здесь очень важен принцип постепенности. То есть вы как собственник, вы полностью знаете все процессы, вы прошли весь путь, и вы точно знаете последовательность. Поэтому, когда вы берете человека, очень важно определить ему роль, нарезать задачи так, чтобы они были не разорваны, не так, что ты регистрируешь аккаунт у поставщика, и ты еще customer support оказываешь, потому что ты знаешь английский. То есть вот такого вот не должно быть. Должно быть четко, вот как оно у вас идет по логике, как вы сами начинали, да, вот так вот вы нарезаете задачи и определяете роль. То есть функционал у человека должен быть очень логичный, и вы выставляете KPI. И вот здесь по поводу KPI. Как бы многим понятно, как выставлять KPI ресерчеру, да. Можно, кстати... Ну, количество того, что наресерчил, да, то есть табличку. Ну, как бы вообще в целом можно задать вопрос, как бы все знают, как выставлять KPI ресерчером или нет? Ну, я думаю, что нет. Я не знаю, как выставлять KPI ресерчером, честно скажу. Для меня ресерч это некая такая скучная, далекая и совершенно непонятная тема. Я не понимаю, как это делать. Я творческий человек. Я так не вижу. Я расскажу, как это сделано у нас. То есть есть просто градация вилок. И за вилку, ну, то есть у ресерчера есть просто чек-листы с критериями, и он по градации вилок, он знает за каждую вилку, сколько денег он получит. Так это с ресерчером как бы все очень просто. Всегда стоит очень большой вопрос, типа, как же ставить KPI человеку, который открывает поставщиков, если мы на старте не знаем, как бы, ну, что за поставщик, да, есть поставщик, которого мы просто заполнили анкетку и открыли, а есть поставщик, с которым мы долбимся 2 недели, месяц, ведем переговоры, там, и т.д. и т.п. То есть здесь, как бы,
открывашкам назначаются качественные показатели по поставщику, и при этом как бы он свои бонусы получает только после того, как ресерчер на этом поставщике наресерчил вилки. И я очень часто слышу такое возражение, когда я это говорю о том, что, ну, как выставить KPI открывашки. Открывашка, это, кстати, я называла такого человека админ всегда, но это Саша, у меня Саша Семишан, он называет их открывашкой, и ко мне как-то вот пришлось это слово с открывашкой. Ну, даже не обидно, знаешь, ну ты просто открывашка. Не, ну ты просто открывашка, это знаешь, как-то вот... Ну, в Нет. моем случае это админ, но у нас просто есть и админы разных уровней. Но как бы Окей. открывашка, мне кажется, просто всем понятнее тогда, о ком идет речь, потому что админы есть разные. Мгм. Есть еще аккаунты и там и так далее. Вот. И вот я приготовила следующий слайд, потому что я очень часто слышу возражения, а что если, ну, типа, человек же проделал большую работу, он открыл поставщика, допустим, с которым он там переписывался или перезванивался и так далее 2 недели, потратил кучу времени, а на нем не оказалось вилки. И типа, ну, как бы, как мне ему, типа, не заплатить? Ну, вот так, потому что вы в момент, когда вы ставите KPI, вы должны думать не как я, не как личность, не как Алена, да, а нужно думать как компания. Компания в этот момент заработала, не заработала. Соответственно, как бы бонус никто не получил, получили голую ставку, все. То есть, ну, вот так это работает. Это не важно, как бы, какие эмоции вы при этом испытываете, это бизнес, как говорится, и ничего личного. Очень важно, Ну, чтобы... подожди, Ален, извини, я хочу здесь вот остановиться. Но тогда, если ты не платишь, ну, ты платишь человеку зарплату, но он не получает каких-то бонусов за то, что он открыл этого поставщика, значит, наверное, изначально ты неправильно поставил перед ним задачу, потому что нафига он мучился с этим поставщиком, если он как бы не... Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, мы назначаем там в целом за открытие, ну, условно говоря, там, я сейчас не буду говорить там прям по цифрам, но, к примеру, мы, допустим, назначаем просто за открытие поставщика $1, а Угу, за качественного поставщика мы, допустим, платим 50. Но угу. вот этот вот он качественный или нет, мы узнаем только в том случае, когда ресерчер нашел там вилки, которые соответствуют нашим критериям. И, А соответственно, вилки, как бы, соответственно, найти до того, как до того, как открыть и получить доступ ко всему этому, вилки найти невозможно, да? конечно, да. Поэтому как бы, ну, это, ну, вот так это работает. Хорошо. А если я твой сотрудник, как я должен знать, какого поставщика мне лучше открывать? Ну, то есть ты же мне ставишь разную зарплату за каждого поставщика. Конечно, я тебе ставлю разную. Ну, то есть ты, допустим, знаешь, что... А как я должен определить, это Нет, Мерседес, на Мерседес на рынке поставщиков или не Мерседес? ну, есть как бы... Сейчас мы вот позже как бы придем, когда мы будем говорить в целом про производителей, как бы ты поймешь в Мгм. целом еще, как мы анализируем поставщиков. То есть в целом как бы люди обучены анализировать поставщиков, потому что есть Окей, поставщики, значит, которые алгоритм заходят... обучения поиску поставщиков, он есть, и мы чуть позже об этом Да, продолжим. мы чуть позже это обсудим, типа, Всё, как в договорились. целом как бы немножко больше понимать вообще, что это за там производитель, дистрибьютор, поставщик, неважно, как их Всё, назвать. отлично, давай дальше тогда. Вот, Мгм. потому что в любом случае мы должны как компания руководствоваться интересами компании. Мы не можем руководствоваться личными интересами. И поэтому как бы, ну, все заработает в связке. И Мгм. ресерчер работает в связке с открывашкой, открывашка работает в связке с ресерчером. Очень важна эта цель компании. Здесь у меня не дописана буква «и», ну ладно. Ну, ничего страшного. А, Company по-английски тоже Да. компания. Почему важно, чтобы цель была не просто у вас где-то в голове, и вы понимали, что там к концу года я хочу прийти к таким-то там показателям, да, либо там, ну, неважно, как вы сформулируете цель, в денежном, не в денежном, это ваше дело. Но ваша цель, она должна быть не у вас в голове, она должна быть донесена до каждого сотрудника внутри компании, команды, там тоже, опять же, форма не имеет значения. Почему это важно? Потому что тогда все понимают направление и вектор, куда им идти. И опять же, те же там открывашки, да, мы вот позже поговорим еще про то, как анализировать там производителей, но они уже больше понимают про то, что
они делают свою поточную работу, с которой они там зарабатывают какую-то денежку, да, но при этом они делают уже фокус на цель компании, потому что там они больше замотивированы. Соответственно, как бы, когда все внутри компании понимают общую цель, это мотивирует персонал. Вам это помогает объективно оценивать сотрудников, потому что сотрудников мы не оцениваем поличностно, мы оцениваем это как элемент. То есть мы берем вот свою компанию, и у нас просто есть элемент и процессы, и мы оцениваем элементы, процессы. И, соответственно, когда у вас есть цель, и у вас есть чекпоинты по цели, вы точно знаете, какой элемент, либо какие процессы у вас провалены, и куда нужно как бы либо направить свой взгляд, либо заменить элемент. Соответственно, как бы цель компании усиливает эффективность, и для многих, наверное, это немаловажно, потому что я знаю достаточно много уже ребят, кто работает с инвесторами. Так вот, когда у компании есть цель, вы ее достигаете, ставите на следующий год новую цель, и вы к ней идете, у вас есть чекпоинты, что показать, вы становитесь сильно привлекательнее для инвесторов. Как происходит коммуникация? Я сейчас рассказываю, как это делаю. Давай, можно я тебя на секунду прерву? У нас есть человек, который задал вопрос, и это вот немножко до коммуникации сотрудников. Я хочу его вывести на экран и зачитать. Михаил Богданов спрашивает: сколько, по вашему мнению, обучается хороший сотрудник? Нанял сотрудника с нуля, уже 4 месяца вожу его бизнес. В моем видео он должен взять на себя операционную работу по аккаунту, отслеживание стоков, закупку товаров, работа с препом, поиск вилок по существующим поставщикам. Заранее благодарю за ответ. Вот здесь сразу вопрос, он немного на него наварил? Смотрите, да, здесь опять же ошибка, это то, что мы проговорили уже чуть-чуть, да, это распределение ролей. Здесь несколько ролей в одном человеке, соответственно, во-первых, он не сможет это все потянуть, он не собственник. Вы должны понимать, что сколько бы вы там не давали какой-то бонусной системы, сколько бы вы не давали зарплату, человек, во-первых, классная штука – это поднимать немного денег там раз в 3 месяца, на чуть-чуть. Потому что через 3 месяца человеку уже типа нормальный уровень денег, и он уже забывает о том, что вы ему подняли. Во-вторых, как бы никогда сотрудник не будет так же замотивирован, как вы. Вот, что бы он вам ни рассказывал, он все равно не будет так замотивирован. И поэтому, когда мы еще начинаем переплетать разные роли, смешивать и так далее, из этого, получается, он и не сможет обучиться. Ну, во-первых, потому что, скорее всего, вы, как собственник, когда начинали, это при вашей высочайшей мотивации, вы тоже обучались и въезжали во все процессы, ну, где-то вот там 4 месяца, полгода. А теперь возьмите его уровень мотивации, соотнесите с вашим уровнем мотивации, там, поделите, умножьте все это, и получится, что ему надо где-то 1,5 года, чтобы это освоить. Поэтому просто не нужно все навешивать на одного человека, нужно четко нарезать задачи и как бы назначать роли. То есть... Но вот здесь вот, смотри, отслеживание стоков, закупка товара, работа с препом, поиск вилок по существующим поставщикам. Здесь все может один человек выполнять или нет? Нет. Ну, то есть, это как бы это не универсал. Я вообще не верю в универсалов. Ну, то есть, отслеживает стоки там и делает закупки, это админ. Что там еще? Ресерчер. Ну, работа с препом и поиск вилок. Поиск вилок точно, ну вот этот человек точно не должен делать поиск вилок, вот вообще. Ну да, вот он логично. может работать с препом, он может делать закупку, да, он может там отслеживать сток, но он точно не должен делать поиск вилок. Окей. Надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Если еще есть вопросы у вас какие-то... Я даже могу объяснить, почему он не должен делать поиск вилок. Да. Это очень... Сейчас, если, не дай бог, конечно, смотрят ресерчеры, я там заранее извиняюсь, но это работа, которая в какой-то степени усредняет личность, потому что она достаточно монотонная, она изо дня в день про одно и то же. И мы замеряли, у меня был период разный, когда у меня, ну, как бы разные команды я строила, я очень много косяков в этом плане наделала. То есть сейчас я уже пришла вот к тому, что у меня есть, и сейчас я очень довольна своими людьми. Но так было не всегда, и у меня был момент даже, когда у меня было 45 ресерчеров. И вот когда их было 45, мы замеряли качественные показатели. Во-первых, мы сократили рабочий день ресерчеров до 4,5 часов, потому что дальше мозг не способен вот это вот делать. Я абсолютно согласен. Человек может работать только 4 часа в день. Все. И они начинают ошибаться, и как итог потом на исправление, то есть админ, там, админ, который проверяет вилки, то есть он проверяет, деклайнит эти вилки, отправляет на ресерчеров, и это съедает еще кучу времени. То есть это, по сути, съедает 4 часа там, в один день и 4 часа в другой день, по сути, съедает там 8 часов суммарно за 2 дня.
соответственно, нет в этом смысла. То есть есть вот 4 часа, когда человек готов работать, когда мозг способен, человеческий мозг способен работать на такой работе, не ошибаясь. Это прям опытным путем выведено, не знаю, там, хотите верьте, хотите Да, проверяйте, но это вот так. я абсолютно согласен, подписываюсь под каждым словом, что человек не может работать больше, чем 4 часа в день. Это все, дальше уже тупик. Дальше он курит, обедает, разговаривает с коллегами и занимается еще чем-нибудь, какой-нибудь фигней, и раскладывает Ну, косу. вот если как бы какая-то работа разнообразная, то он там еще может, да, там сходить на перерыв, где-то прогуляться, вернуться, еще поработать. Но если касается ресерча, все, ну вот 4 часа и все. Потому что в этот день мы просто ресерчером, даже у нас были там ситуации с ресерчерами, когда они говорили, там, можно я возьму типа 2 смены, я типа нормально себя чувствую, мы не разрешали. Мгм. То есть Ну, нет, потому что фигня 4 получается. часа в день и все, и на Вот покой. Михаил Богданов пишет: спасибо, было интересно мнение опыта специалистов на свое решение. Пожалуйста. Давай дальше тогда про Если говорю, коммуникацию. то как бы можно меня корректировать. В целом, я иногда как бы говорю как руководитель в целом. Вот, по поводу коммуникации с сотрудниками. Вот мы взяли людей, и я сейчас рассказываю, как это у меня. У вас это может быть по-другому, просто из своего опыта. Но вот это вот самое лучшее. Это то, что меня привело а, к тому, что у меня есть сейчас. И к тем людям, которые у меня есть сейчас. Потому что, ну, сейчас я просто довольна каждым своим человеком. Мгм. А, я интроверт сама по себе, и я всячески пыталась избежать вот этой вот коммуникации с сотрудниками, я пыталась это переложить там на админов и так далее, ну, то есть все это по итогу как бы показывало себя плохо. То есть Что ты не мы любишь делаем? людей, да? Ну, интроверт — это тот человек, который недолюбливает Я людей. не люблю людей, я не сильно люблю общаться. То есть я Не очень могу люблю. общаться, но дозированно. И мне как бы Мгм. общение там час-два в день его с головой. Как бы я не готова общаться круглосуточно. А когда ставишь команду, особенно если, как у меня, например, 3 направления разных, соответственно, как бы 3 разных команды, Сколько у тебя сейчас людей работает, если не секрет? 15 и 2 в обучении. Окей. Вот. Если останется время, даже расскажу, как, чем закончилась история, когда их было 50. Я не тороплюсь. Давай. Вот. Мгм. Ну, у меня в любом случае ограничено время, потому что у меня дети скоро должны приехать. Так, по поводу коммуникации с сотрудниками. Вот мы взяли людей новых, и мы каждое утро буквально там на 10-15 минут созваниваемся в Zoom. Для чего мы, даже если у вас один человек, неважно, вы все равно с ним созваниваетесь каждый день, в общем, каждое утро. Мы спрашиваем, ну, это может быть не утро, потому что у меня, допустим, в одной команде есть люди, которые начинают работу с 4 часов дня, поэтому как бы, ну, то есть вот на начало рабочего дня, да, то есть 10-15 минут созваниваемся, задаем такие вопросы, это что было в твоем вчерашнем дне, с чем ты столкнулся, какие были сложности, вопросы, пусть они проговорят, потому что вы удивитесь, если вы не задавали своим людям такие вопросы, вы удивитесь, что у них их много, и они просто стесняются вас спрашивать или стесняются вас дергать. Вы услышите такие ответы, ну, когда вы будете спрашивать, типа, там, а что ты не спросил раньше, и вы услышите ответы, как, ну, типа, я видел, что ты занят и не хотел тебя отвлекать, ну, то есть из такого порядка. На самом деле Мгм. людям просто, они испытывают внутреннюю сложность показаться тупыми, ну, либо еще что-то такое, в общем, стесняются и не задают вопросы, которые важно задать. И я всегда как бы стараюсь всем доносить, что самый глупый вопрос – это не вопрос не заданный, но, тем не менее, как бы, то есть нужно раскачивать людей. Обязательно, Мгм. если у вас люди коннектят с друг другом, это спрашивать их про то, как им, насколько им комфортно взаимодействие с друг другом. Если у них были какие-то ситуации, обязательно вместе разбирать. Опять же, из своего там, буквально недавно у меня была ситуация, когда прям чувствовалось напряжение между одним из админов и одним из ресерчеров. То есть они мне обе писали в личку, ну, больше ресерчер писал, потому что, типа, админ декланил там вилки, короче, она была с этим не согласна, и она просила, чтобы я вмешалась, там, перепроверила, как бы, и так было раз за разом. В итоге, пока мы, как бы, не разобрали эту ситуацию, я не утвердила компетенцию админа на то, что, ну, как бы, я согласна практически, ну, то есть в 99% случаев я согласна с ее решением. Соответственно, как бы, ну, то есть я не буду вовлекаться в эти ситуации раз за разом, если у меня как бы все ок с админом. Обязательно с ними проговорить о том, что какие они перед собой ставят цели на сегодня. Это сейчас говорю вот про новичков, когда у вас там человек вот только пришел там и, ну, либо работает там меньше, чем полгода там. Ну, в общем-то, вы сами определите для себя срок, но в идеале вот полгода это с ними коммуницировать. Мгм. Какие они ставят перед собой цели на сегодня, то есть если это открывашка, то есть у него в любом случае есть
там таблица, либо в чем вы работаете. У него есть какие-то результаты по вчерашнему дню, и, соответственно, сегодня у него есть там отмечено, допустим, там туда-то позвонить, там туда-то написать, на какие-то письма ответить, туда-то подготовить презентации. То есть он должен это вам проговорить, что он планирует делать. И тут очень важный момент, это как они определят в конце дня, что день был результативным, потому что особенно у открывашек там можно долго ждать ответов, то есть и тут нужно понять, то есть как они будут для себя понимать, что они вышли на какой-то результат, но, в общем, не зря провели этот день. Почему это важно? Потому что ну, вот больше всего это важно с открывашками, потому что такая работа, которая, она несколько отложена в моменте, из-за того, что как бы ответы приходят не быстро, и бывает, что человек ловит демотивацию из-за того, что он вроде бы работает, и ничего не происходит. Поэтому Ну да. очень важно Мгм. общаться с ними. Что? Ну да, я согласен с тобой, что если ничего не происходит, если я никакого результата не получаю, то как бы, конечно, смысл. Вот. Теперь, когда у вас уже как бы сотрудник взрослый, мы сейчас поговорим чуть дальше еще там, типа, что такое зрелый сотрудник, что такое взрослый и так далее. Но когда у вас взрослый сотрудник, то есть мы уже его можем отпускать. Что значит отпустить на откуп? Это когда вы уже не вмешиваетесь в процессы, то есть человек знает свою работу, он понимает как бы свои задачи, свой функционал, как бы его не нужно контролировать. То есть мы просто созваниваемся раз в неделю, уже мы как бы ничего не корректируем, мы просто как бы слушаем результаты, да, делаем какие-то выводы, обсуждаем планы. Здесь как бы я вот подготовила, я не очень хороший, может быть, художник, но я постаралась максимально изобразить вот это 4 уровня зрелости сотрудника. И вот когда мы берем человека на работу, он ребенок, то есть он еще ничего не знает. И здесь как бы тоже частая очень ошибка, это когда мы берем человека, который еще ничего не знает, и мы ему типа по-быстрому все объяснили, типа накидали каких-то видео, смотри, давай разбирайся, типа совсем разберешься. То есть ему страшно. Вот представьте, человек приходит, как бы, он не предприниматель. То есть это предприниматель, человек, который как бы склонен к рискам, да, больше бесстрашия, отваги и всего прочего. У человека, который идет в найм и еще там, допустим, на небольшую зарплату, он, ну, представьте, что перед вами сидит там маленький зайчик, он пугливый, ему все страшно, ему все непонятно. И к нему нужно относиться так же, как вы бы относились к ребенку. То есть вы занимаете на какой-то период родительскую позицию. Вы его в какой-то степени опекаете, обучаете, коммуницируете с ними, чтобы он перестал вас бояться, чтобы у него не дергался глаз, когда вы ему звоните. И дальше вот этот вот ребенок ваш начинает расти. И он становится подростком. И почему вот подросток? Потому что это вот про вот этот вот кейс, который я рассказывала, да, когда стрелочку, это подростковое решение. То есть это про проявить себя, ну, где-то уже типа поборзеть немного, но еще вот подросток, ну, чем отличается подросток от взрослого, да, он за свои поступки не несет ответственность. Поэтому, когда у вас сотрудник выходит на уровень подросток, здесь важный момент, это не задавить его своим авторитетом, продолжать с ним коммуницировать, разбирать ситуации, но при этом как бы не давать ему возможности влиять на ваш бизнес больше, чем на 10%. Потому что нужно всегда помнить, что подросток, он склонен к повышенным рискам, к необдуманным поступкам, каким-то импульсивным решениям. Соответственно, как бы он может вам принести серьезные неприятности. Взрослый, когда у нас сотрудник находится на уровне взрослый, мы с ним общаемся. Вот здесь очень важно уйти с родительской позиции, потому что если мы будем по отношению к взрослым общаться с родительской позиции, то мы либо будем загонять его все время в состоянии подростка, либо как бы он от нас уйдет, потому что если человек в целом взрослый, он скажет, ну типа, какого хера ты мне вообще типа не доверяешь и как-то очень странно со мной коммуницируешь. А почему зрелый тогда на уровне ребенка? Сейчас расскажу. И вот зрелый – это человек, который, я извиняюсь, я просто, меня на такси должны детей забрать, и я отслеживаю. Зрелый – это сотрудник, который по экспертности в той сфере, в которой он работает, и у меня, допустим, есть такие сотрудники, их экспертиза выше, чем ваша собственная. И эти сотрудники, они очень важны в компании. Но, здесь есть одно но. Эти люди вообще не склонны к рискам. И они будут стараться, ну, то есть, когда вы делаете, если вы делаете, я просто делаю, я не знаю, делаете ли вы, общекомандные там созвоны и так далее, то есть эти люди всегда будут топить за максимально безопасное решение.
Но там, где безопасность, там никогда Там нет нет денег. нормальных денег. Конечно, И там нет денег. что? Там нет денег. Да, и как бы ни в коем случае нельзя избавляться от этих людей. Плюс этих людей не мотивируют деньги, их мотивирует признание. Мгм. Признание их экспертности. То есть и они очень важны в компании, потому что, я же говорю, их экспертиза очень высокая, но при этом как бы им нельзя давать принимать ключевые решения. Когда мы ставим план на развитие, то есть эти люди не должны участвовать в принятии ключевых решений. Ну, собственно говоря, у нас в принятии ключевых решений должны участвовать только взрослые. Поэтому зрелый на уровне ребенка. Но избавляться от этих людей нельзя, потому что у них очень высокая экспертиза. Окей, согласен. Все, мы пришли теперь Мы закончили с сотрудниками и подобрались, в общем, к производителям. Почему? В общем-то, я могла развить тему там и дистрибьюторов, и тех, кто продает там балками и так далее, но мне кажется, что это все уже так настолько перетерто в сообществах, что не имеет смысла об этом говорить, поэтому я хочу поговорить о производителях. На мой взгляд, очень мало людей идет напрямую к производителям. Я сейчас говорю не про китайских, Мгм. а про европейских и американских. И, на мой взгляд, очень зря, потому что в какой-то мере, на мой взгляд, они более гибкие. Как мы контачим с производителем? Ну, я думаю, что если бы мы сейчас собрали опрос по группам, то как бы и там кто пробовал, какие результаты, то очень зачастую будем получать в большем процентном соотношении ответ, что типа производители бортуют. Но если мы посмотрим на то, как коммуницировалось с ними, то есть производителю бесполезно писать там типа «Здравствуйте, там, меня зовут так-то», либо там «У меня там магазин такой-то, типа «Я хочу с вами сотрудничать». Вы для него никто, ничто, как бы сотрудничать он с вами не будет, и в целом как бы даже ваше письмо рассматривать не будет. Поэтому как бы никогда к производителю не начинайте свое общение с запроса прайс-листа. Первое письмо всегда должен быть краткий рассказ о вас и зачем они вам нужны. Но это не из разряда, типа... Хотя у меня был кейс, я сейчас расскажу, как я получила письмо авторизации от Whirlpool. Вообще я сидела на кухне, там завтракала, утром пила кофе, и думаю, напишу-ка я в Whirlpool. Это же вообще в целом, как бы, ну, типа, все говорили, что для Украины, там, типа, это невозможно получить еще, если там не на компанию, получить письмо авторизации. Ну вот, не знаю, что мне в голову. У меня часто такое бывает, я что-то сижу, там, придумала себе сразу же. У меня между мыслью и действием проходит очень маленький промежуток времени. Вот, и я им села и написала, что там, здравствуйте, я живу в Украине, мать двоих детей, я там фанатею. В общем, я изучила, безусловно, накануне, ну, то есть перед тем, как им писать, я посмотрела там их миссии, там, цели там, и так далее, то есть посмотрела их маркетинговую стратегию, и я написала о том, что я очень фанатею того, что вы делаете, и мне бы хотелось как-то к этому присоединиться, но вот все, что я могу, это вот продавать запчасти на вашу бытовую технику, потому что я, как мать двоих детей, понимаю, насколько это важно, и бла-бла-бла. Ну, короче, я все это описала. Мгм. Отправила, в общем-то, я не особо ждала ответ, потому что, ну, это было такое вот Не, импульсивное ну это совершение. бред. Ну вот тебе любой человек с любой компетенцией скажет, что это бред. Да, это полный, ну, то есть я сейчас расскажу, как мы пишем на самом деле, но вот тогда мне почему-то так свело в голову. И, в общем-то, я не ждала никакого ответа, где-то прошло 2 недели, может, чуть меньше, и я получила ответ, типа, скажите конкретно, чем бы вы хотели торговать. И я еще раз написала такое большое письмо, типа, чем я хочу торговать, ну, то есть я выбрала конкретно там модели там и все это прочее, чем, Мгм. ну, я торговала, в общем, запчастями для посудомоечных машин, то есть я пересмотрела, я перечитала в интернете, какие чаще всего ломаются, какие запчасти самые ходовые, почему, в общем, почему происходит этот сбой и так далее. То есть я Мгм. написала большое письмо, что я бы хотела торговать вот этим и потому что там, и бла-бла-бла. Короче, я вот все, что я вычитала в интернете, я это все сформулировала в письмо, отправила им. Ну, короче, и так вот где-то я с ними переписывалась. Ну, раз в 2 недели они мне что-то отвечали, я переписывалась на протяжении там 2-2,5 месяцев. Вот в итоге как бы у меня есть письмо авторизации от них. Вот, но это такая единичная история, то есть так в целом делать не надо. Ваше второе письмо к производителю, это все-таки должна быть бизнес-презентация себя. Мы ее оформляем в PDF, и там на первом месте это ваша экспертность, почему вы, ну, то есть почему именно производитель, да, потому что вы эксперт в чем-то, в чем, ну, то есть я там, не знаю, возьмите любую нишу и придумайте, почему вы там эксперт. Вот, Мгм. какой у вас персонал, как он обучен,
И очень важно, это то, с какими другими брендами в этой категории вы работаете. Если у вас есть какие-то еще мощности, например, там 1000 палетомест у вас есть, то типа окей, это прям серьезно добавит вес к вашей презентации. И вот, когда уже ответили на вашу презентацию, тогда в третьем письме запрашиваем прайс, и потом уже обсуждаем. После того, и опять же, тогда, когда запрашиваем прайс, вот здесь как бы хоть с любыми поставщиками, неважно, китайские, американские, европейские, абсолютно не имеет значения, в одном письме один запрос. То есть никогда не шлем в письмах несколько запросов, потому что, как правило, потом отвечают на какой-то один, и все это как-то, превращается в какую-то кашу, и потом уже дальше никто ничего не понимает. Поэтому как бы в третьем вы запрашиваете прайс, после того, как вам присылают прайс, вы уже начинаете обсуждать условия. Условия там возврата, там отсрочки платежа, если она возможна. В общем, придумайте, какие условия вы будете обсуждать, но вы их обсуждаете в четвертом письме. Теперь, в общем-то, как их понять, поставщиков взяла в кавычки, потому что, это могут быть и производители, там, и, в общем, все, кто поставляет товар, да. Есть уровни канала сбыта, и их всего, то есть, давайте так, ладно, последовательно. То есть есть производитель, и производитель напрямую продает потребитель, да, те, кто занимается там ПЛем, и они производят, и если они под них производят, скажем так, не фабриками перепродают, а под них производят, они продают потребителю, они как бы работают по нулевому каналу сбыта. Производитель, розничный посредник, потребитель – это у нас одноуровневый канал. Соответственно, двухуровневый – это производитель, оптовый посредник, розничный посредник, потребитель. И трехуровневый – это производитель, оптовый посредник, мелкооптовый посредник, розничный посредник и потребитель. И это все зависит, сколько уровней канала сбыта, зависит от вариантов охвата рынка. То есть каждая компания, выходя на рынок, она для себя выбирает распределение по рынку. И, опять же, табличку вы почитаете сами, то есть есть интенсивное, селективное и эксклюзивное распределение. То есть к интенсивным понятно, что относятся все вот эти вот широкие товары широкого спроса. Там к селективному распределению, если так на примерах, это вот бытовая техника, это будет там селективное распределение чаще всего. И тот же Apple там или Lego, господи, Lego это эксклюзивное распределение. А табличку почитайте, потом сами, не буду на это тратить время. Вот. И в целом есть две маркетинговые стратегии, которые каждая компания, она принимает как бы какую-то стратегию развития. И у нас есть push и pull стратегии. И между ними различия, то есть push стратегии это когда у нас есть производитель, сейчас мы посмотрим наглядно, да, вот push-стратегия. У нас есть производитель, есть оптовик, розница и покупатель. И вот маркетинговая активность, как это продвигает товар, то есть она на каждом звене завязана. То есть оптовик взял у производителя, и как дальше его головная боль, как это там в розницу пропихнуть. Розница взяла ее, типа, маркетинговая активность, как покупателей привлечь к тому, чтобы товар купили. А пул-стратегия – это вот, чтобы вам сейчас сразу было понятно, вот компания Coca-Cola, у них четко пул-стратегия. То есть они всю маркетинговую активность ведет сама компания. И, соответственно, как бы все направлены там, и оптовик, и розница, и покупатель, они как бы направлены в одну сторону, да, а всю маркетинговую активность делает сама компания, и, соответственно, у нее есть прям жесткие требования к тому, кому она продает там свою продукцию, где она должна стоять, если мы говорим сейчас про полки, если мы говорим там про онлайн, то есть это требования. В общем, у них есть ряд требований, потому что у них пул-стратегия, они в эту пул-стратегию очень много вкладывают. Где-то 70% компаний используют пуш-стратегию, это, безусловно, нам на руку, потому что когда мы работаем с компанией, которая пуш-стратегия, у них нет каких-то прям очень невыполнимых условий, либо каких-то там жестких требований. Бывает только у поставщиков в гроссери, в пэтсах, потому что это связано с, там, естественно, в суплементах, потому что это связано со сроками. И с температурой хранения может быть связано. Во всех остальных случаях, то есть все компании, которые используют push, они достаточно лояльны. То есть только 5% компаний в мире, во всем мире, только 5% компаний используют pull, и 25% используют смешанный вариант. Но вот те, которые используют смешанный вариант, у них тоже есть четкие, достаточно четкие требования. Здесь я включила слайд «Стратегия ценообразования». Я не буду его зачитывать. Это вы тоже просмотрите, просто почитайте сами спокойно. Их больше, но это основные. И их почему важно знать? Потому что вы больше будете понимать про поставщика, которого вы нашли. Вы сможете понять, во-первых, какую маркетинговую стратегию он использует, да, какие у них каналы сбыта, почему они у них такие, и
как они заходят на рынок, то есть по какой стратегии ценообразования они заходят на рынок. Соответственно, там вы будете понимать, насколько, если вы открываете, допустим, себе такого поставщика, и у них только там авторизированные продавцы, вы сможете понимать, как влиять на людей, которые демпингуют, продавая этот же товар. Слушай, ну, познавательно, важно, но крайне сложно. Скажи мне, вот если простыми словами, мы с тобой в самом начале анонсировали, что ну, ты сказала мне, что как работать не с ритейлерами, а как выйти на производителя. Вот ритейлеры, ну, то есть, мне кажется, большинство работают именно с ритейлерами. То есть, у них есть прозрачные условия, и чуть ли не на первом запросе они тебе сразу присылают условия, ну, то есть, которые они могут тебе предоставить. Вот. А как работать в данном случае тогда с производителем? Еще раз, я вообще не поняла твой вопрос. Я только что минут 15 рассказывала, как. Но я понимаю, но вот смотри, перефразирую свой вопрос. Если мы говорим про ритейлеров, с ними все понятно. Ты сказала, что первый раз ты написала письмо, вот с Whirlpool у тебя была вот такая история, но, как правило, мы делаем иначе. Да. Ну, Как? я же сказала, как. Вот, как правило, мы отправляем первое письмо, второе с PDF-презентацией, Ага. третье с запросом прайса, и четвертое уже мы начинаем обсуждать условия, на каких условиях мы работаем, то есть что они готовы там, ну, предоставить, да, либо на что мы готовы у них выбирать, как бы что мы готовы с этим делать, и тут же очень еще важно обсудить такие моменты, как, например, бесперебойность поставок. То есть разница для тебя, то есть ты будешь на бэкордере висеть или тебе будут поставлять товар? Разница, потому что от этого зависит, насколько быстро ты оборачиваешь деньги. И это штуки, которые многие не проговаривают, и я раньше не проговаривала, потому что я в целом как бы даже не знала о том, что так может быть, что ты заплатил денег, а тебя ставят на бэкордер. И деньги тебе уже потом не возвращают, и товар ты не видишь. Потому что тебе говорят, что товар будет через 2 месяца. Ну, я с таким сталкивалась несколько раз. После этого я стала это проговаривать. То есть, ага, окей. Ну, и Интересно. таких вот много штук. То есть, например, бывает такое, что мы уже там типа практически обо всем договорились, но не договорились по условиям возврата по браку. Я не нахожусь там, я не могу сама поехать проверить. То есть мне нужно какое-то время, ну, и оно, как правило, дольше, чем то, что они могут готовы предоставить на то, чтобы, если в случае брака, сделать возврат. Это штуки, которые тоже многие не уточняют, потому что когда у тебя приходит коробка, это все просто, а когда у тебя не коробка. И это тоже вопросы, которые нужно уточнить. Ну вот, и, в общем-то, так ты и работаешь. То есть вот этот вот процесс переговоров с производителем, он достаточно длительный, но зато плюшечкой. То, что, как правило, на таких листингах там, ну вот мы сейчас сидим на листингах, где 5-6 человек. То есть там нет много продавцов, соответственно, как бы уже все друг друга знают, нет демпинга, ну, как-то все вот спокойно. Вот весь прошлый год я просидела на запчастях, сейчас просто Amazon мне закрыл. Amazon мне просто взял и закрыл все листинги, несмотря на мое письмо. Они просто мне пишут, там, аккаунт не квалифицирован, и я, несмотря на то, что сама разманщик, я просто их уже закошмарила туда звонить, но я не могу с этим ничего сделать, то есть просто закрыли ты можешь предположить, почему? Ну, то есть запчасти – это же хорошая тема. Мне не закрыли все запчасти, мне конкретно Whirlpool закрыли. Я как бы Конкретно. звонила в Whirlpool, и они говорят, мы, типа, ничего не... Вот, ну, я знаю почему. Потому что я из Украины. Потому что Украина относится к risky countries. Понятно. То есть Потому открывайте что компанию в Соединенных есть... Штатах Америки, обращайтесь ко мне, открывайте компанию, и у вас будет счастье, потому что вы не будете тогда резидентом Ну, Украины. компания открыта на украинца, она точно так же к ней относится, как и к украинскому аккаунту. Поэтому... Нет, вот смотри, мы сейчас, я тебе просто скажу, что мы сейчас открываем, когда мы открываем аккаунты, то есть мы берем любого иностранца, но открываем американский счет, открываем американскую компанию, и тогда у нас сразу выскакивает видеоверификация, открытки и прочая всякая история, которая подтверждает, что мы сразу американцы. То есть мы даже с иностранным паспортом, но у тебя чисто гипотетически может быть виза, и ты можешь быть здесь резидентом. Ну, то есть ты здесь можешь быть налоговым резидентом. Слушай, соответственно, это хороший вариант, потому что ну, на самом деле существует серьезная дискриминация и
у американских аккаунтов возможностей прям сильно больше, чем у СНГшных аккаунтов. Ну, прям очень больше. И, короче, у них просто больше возможностей, и они могут больше зарабатывать, гораздо больше, при тех же усилиях, которые делают наши американцы, да, они могут гораздо больше зарабатывать, и при этом делать меньше гораздо усилий. А при тех же усилиях они тоже будут в несколько раз больше зарабатывать. Ну, а почему? Ну, то есть здесь ограничения именно амазоновские или еще что-то есть? Помимо амазоновских, ну, смотри, у меня одна из историй, она уже как бы давняя, но она такая очень показательная. Есть такая компания, честно, она не вспомню, как она называется. Короче, я вела с ними сама переговоры, и мы уже практически там все финализировали, и вот момент, когда они должны были выслать прайс, который именно для меня, а с брендом, то есть я уже общалась по телефону просто, и мы уже общались на уровне там типа друзей, ну не знаю, в общем, хороших знакомых, то есть мы созванивались, нормально общались. И вдруг мне приходит письмо достаточно официально, достаточно сухое о том, что типа так и так мы не будем с вами сотрудничать. Я его набираю и говорю, ну, во-первых, как бы мы же вроде бы по телефону общаемся, мы типа friends, и почему вдруг я получаю вот такое вот письмо? Он мне говорит, наша служба безопасности сказала типа отказать. А это при том, что мы уже там, ну, больше месяца мы вели переговоры, уже обо всем договорились. Я говорю, ну, почему так? А оказалось, что они ранее работали с белорусами, и ребята вывезли остатки с Амазона в Россию продать, а Россия под санкциями. Компания получила штрафы, и служба безопасности сказала больше со странами СНГ не работать. Ну, то есть, и вот получается, что, ну, типа, ты вроде бы нормальный, но как бы есть ряд странных людей, которые, ну, все-то знают, да, что Россия под санкциями, но тем не менее, как бы, вот, и таких, в общем, там историй, ну, да, хватает. Почему? Ну, да, таких историй хватает. Американские аккаунты имеют больше возможностей, просто можешь поверить на слово. Отлично, я очень рад, потому что вот сегодня у меня буквально за час до нашего вебинара была консультация, и человек говорит, ну, мне кажется, что все равно на Амазоне в конечном итоге будут продавать только американские компании, потому что ему пришло письмо с 1 сентября, Амазон просит его предоставить страховку на товары, а страховку можно оформить только на американскую компанию. Ты больше никак ее не оформишь. Это, кстати, так и... Ну, я, кстати, тоже склонна считать, что к этому все идет. И по поводу страховки, если раньше прям случаи по сейф-ИТС были, ну, я не знаю, там, может быть, если к нам мы обращались, то раз в году, то в последнее время прям уже было несколько случаев. Это такой плохой звоночек, потому что тут важно понимать, что в случае, когда что-то происходит, американцы, они же все застрахованы, и они в случае чего сразу обращаются в свою страховую компанию. Страховая компания делает запрос, а с нашей стороны, соответственно, ничего не оказывается. Вот, и... Ну да. Но очень много товаров, которые могут типа навредить, да, человеку. То есть, 99%, которые можно съесть или что-нибудь распилить. Ну, я не могу разглашать кейсы, даже без имен, но все равно не могу я разглашать кейсы. Я сейчас попробую придумать какую-то аналогию, ну, там в проводке что-то поплавилось, там заискрило и так далее, то есть это привело к чему-то, и это же тоже страховой случай. Вот, а даже если оно не поплавилось, а просто там типа заискрило, то человек уже все равно хочет компенсацию по страховке. И... Ну, конечно, он боится, он испугался, а если оно спалит ему весь дом? Они прошарены в этом плане, и как бы, ну, то есть они, я же говорю, они решили сразу в страховую. Что я хотела еще сказать? Ладно. Ну, я понял, да, что, на твой взгляд, тоже все к этому идет, что Amazon все-таки будет заставлять всех открывать американские компании, да? Ну да, и я вижу просто в разман, ну, то есть, как бы, если раньше я не видела, мне казалось, что в целом не важно, типа, ну, какой аккаунт, то сейчас я очень явно вижу дискриминацию. Вот, и... То есть, если бы я начинала сейчас, наверное, бы со старта сейчас начинала с американского аккаунта. Но я хочу, тогда будем уже заканчивать, но если уж об этом речь зашла, я никогда практически себя не рекламирую, только там бегущая строка есть, вот, но сегодня скажу, что мы делаем американские аккаунты на вас,
на нерезидентов США, но при этом с американскими счетами, с американскими адресами, с американскими страховками, с американскими телефонами, e-mail'ами, ВДСами и прочим, все в купе. И это сейчас у нас даже есть отдельная услуга, называется Shelf Company, когда мы даем компанию с Амазоном, со всеми видеоверификациями уже под ключ. Нате, возьмите, завтра вы можете работать. Сейчас у нас есть 3 таких компании. Ну, вот это вот крутая штука, потому что на самом деле при достаточном количестве знаний в голове, ну, сделать на этом деньги быстро сейчас, вот, наверное, проще всего, потому что все, что касается уже СНГ аккаунтов, то есть сейчас, чтобы... Короче, вот у меня просто в последнее время очень часто стали спрашивать про дроп, типа, как раскрутить аккаунт под дроп. Его в любом случае нужно раскручивать оптом, и это минимум полгода. И люди говорят такие, ну, ого, типа, полгода, ну, как бы, говорят, скажи, типа, меньше срок. Ну, и как бы здесь это такое дело. Торговаться со мной можно торговаться сколько угодно, как бы с Амазоном не пролезет. Вот. Но вот как бы настолько существенно меньше ограничений на американских аккаунтах, настолько больше открытых брендов, настолько охотнее. Я сейчас не рекламирую тебя, но это вот это то, что я знаю, то, что я вижу внутри, что на американских аккаунтах действительно можно делать гораздо большие деньги с тем же количеством усилий. Ну, то есть просто важно понимать, да, как это делать. Да. Слушай, давай откроем совместный курс. Я буду рассказывать, как открывать компанию, а ты будешь рассказывать, как на этом зарабатывать деньги. Мы еще на этом заработаем. Да. Хорошо, ребят, всем большое спасибо. Алена, спасибо тебе, что пришла. Я был очень рад тебя видеть. И хоть информация порой мне казалась очень тяжелой, но я уверен, что она очень полезна. Ну, у меня немножко даже уже в голове что-то зашевелилось. Это, значит, хороший знак. Вот, это было шоу «Безос курит». Мы увидимся с вами ровно через неделю. На следующей неделе у нас еще более, не скажу более, а просто еще другой крутой такой же спикер, как и Алена. А к Алене пишите в личку или добавляйтесь к ней в друзья. Она есть в Фейсбуке и во всех других мессенджерах. Да? Да, спасибо, Алена. Да, спасибо, Алена. Хорошего тебе дня и береги себя. Пока.